3 января 2004 года авиалайнер Boeing 737-300 авиакомпании Flash Airlines выполнял плановый межконтинентальный рейс 604 по маршруту Шарм-эль-Шейх-Париж с промежуточной посадкой в Каире. На борту самолета находились 135 пассажиров и 13 членов экипажа. Самолетом управлял опытный экипаж, состав которого был таким: командир воздушного судна, второй пилот. Также в кабине вместе с экипажем находился пилот-стажер. В салоне самолета работали 4 стюардессы. Там же находились 6 внеслужебных членов экипажа, занимавшихся обслуживанием самолета на стоянках. После краткого обсуждения со стюардессами информации о погрузке и плане полета, командир дал указание второму пилоту зачитать контрольную карту перед запуском двигателей. Все пункты этой карты были выполнены, после чего была зачитана контрольная карта по рулению. В процессе выполнения данной карты экипаж связался с авиадиспетчером и получил от него указание после вылета занять высоту 4250 метров. Второй пилот подтвердил указание и сообщил, что на борту находятся 135 пассажиров. В 4 часа 40 минут второй пилот доложил: «Флэш 604 готов к рулению». В ответ диспетчер на башне передал: «Флэш 604, у земли ветер 280, 7 метров в секунду. Левый поворот на курс 306 градусов. Взлет с полосы 22 правая». Второй пилот подтвердил получение информации, но забыл повторить о первоначальном занятии высоты 4250 метров, на что ему дважды указал командир. В 4 часа 42 минуты рейс 604 занял исполнительный старт в начале взлетно-посадочной полосы 22 правая и начал выполнять разбег. В 4 часа 43 минуты второй пилот сообщил о достижении высоты 305 метров. В это же время с пилотами связался диспетчер, который сообщил время вылета и разрешил выполнять левый поворот с набором высоты. Второй пилот подтвердил получение информации, что стало последним радиосообщением с борта рейса 604. В это время с диспетчером вышел на связь рейс 227 авиакомпании Egypt Air, и диспетчер перестал следить за рейсом 604. С креном 20 градусов лайнер начал выполнять левый поворот с набором высоты. В 4 часа 43 минуты рейс 604 достиг скорости 405 км в час. Поэтому командир дал второму пилоту команду полностью убрать закрылки. Второй пилот доложил, что закрылки убраны и фары выключены. А следом командир дал указание зачитать контрольную карту после взлета. Но данную команду второй пилот проигнорировал. Поступательная скорость самолета достигла 400 км в час, после чего начала снижаться, пока не упала до 341 км, а затем опять начала расти. Командир дал команду «Автопилот», но данная команда была проигнорирована. Только через минуту автопилот был включен, о чем второй пилот доложил. В это же время параметрический самописец зафиксировал, как на секунду отклонился правый элерон, что вызвало отключение автопилота, о чем пилотов известил звуковой сигнал. В этот период времени наблюдался набор высоты и увеличение вертикальной скорости. Командир дал указание задать высоту 1182 метра. Через 2 секунды второй пилот доложил, что высота задана и автопилот задействован. В течение этого времени лайнер начал выходить из левого крена. Далее были зафиксированы кратковременные отклонения правого элерона, создающие правый крен около 12 градусов. На это командир сказал: «Смотрите, что делает самолет». Услышав замечание, второй пилот ответил, что самолет действительно выполняет правый разворот. На это командир воскликнул: «Что? Поворачивает вправо? Как поворачивает вправо?» Правый элерон в это время продолжал отклоняться, увеличивая крен. Вскоре крен достиг 43 градусов, а самолет достиг высоты 1667 метров. Когда за счет кратковременного отклонения левого элерона крен был снижен до 42 градусов, но затем опять начал расти. Командир дважды скомандовал включить автопилот, на что второй пилот доложил, что автопилот включен. При этом
параметрический самописец не зафиксировал активирование автопилота. В 4 часа 44 минуты правый крен достиг 53 градусов, а через 2 секунды самолет начал постепенно опускать нос и переходить в снижение. Вскоре крен достиг 68 градусов, когда второй пилот трижды вскрикнул «Опасный крен!». В это же время система GPWS выдала предупреждение о сваливании. Через 10 секунд крен достиг 95 градусов, на что командир сказал «Хорошо, выходим». Левые элероны были отклонены, но самолет уже сам заваливался на крыло. Второй пилот увидел, что автопилот не задействован, о чем тут же доложил командиру. Тот в ответ дал команду его включить. Пилот-стажер, увидев рост скорости, вскрикнул «Убавь режим!», а следом это же сказал и командир. Двигатели были переведены на режим малого газа. В эту же секунду в кабине прозвучал сигнал GPWS о превышении скорости. Выходя из крутого правого крена, рейс 604 теперь несся вниз под крутым углом. К этому моменту правый крен составлял 16 градусов, высота 128 метров, а лайнер снижался с опущенным вниз на 30 градусов носом со скоростью 762 км в час. В 4 часа 45 минут сработал сигнал GPWS об опасно малой высоте, а всего через секунду с вертикальной перегрузкой 4G рейс 604 на скорости 770 км в час с правым креном 19 градусов и с опущенным вниз носом под углом 25 градусов врезался в поверхность воды Красного моря. От удара авиалайнер полностью разрушился и затонул на глубине около 900 метров. Все 148 человек на его борту погибли. Катастрофа рейса 604 стала крупнейшей катастрофой самолета Boeing 737-300, а на момент событий также являлась крупнейшей авиакатастрофой в Египте. Расследованием причин катастрофы рейса 604 занялось Министерство гражданской авиации Египта. 5 января 2004 года в агентство France Press в Каире позвонил неизвестный, который назвал себя представителем исламской группировки и заявил, что самолет был взорван как протест против принятого во Франции закона, известного как запрет на ношение хиджаба в школах. Однако 6 января официальный представитель правительства Йемена заявил, что группировки не существует. Последующее исследование найденных тел и обломков также исключило версию о взрыве. Окончательный отчет расследования был опубликован 25 марта 2006 года. Следователи Министерства гражданской авиации Египта не смогли определить точную причину катастрофы. В отчете перечислены 4 вероятные причины. Наиболее вероятная из них – версия технической неисправности. Но следователи Американского национального совета по безопасности на транспорте и Французского бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, проводившие независимое расследование, сошлись во мнении, что катастрофа произошла из-за дезориентации пилотов. Смотрите также. 16 сентября 2007 года авиалайнер McDonnell Douglas MD-82 авиакомпании One2Go Airlines выполнял внутренний рейс 269, но при посадке в аэропорту Пхукета в условиях дождя врезался в деревья в стороне от взлетно-посадочной полосы и полностью разрушился.